Приветик, дорогие друзья, с вами, как всегда, Яна, и вы на канале Na'Vi Junior. Мы продолжаем свою работу, продолжаем снимать для вас контент и знакомить с игроками нашего состава. И прямо сейчас со мной на связи никто иной, как сам Андрей Нипл. Привет, Андрюха. Привет. Как твои дела? Все отлично. Ребята, я снимаю контент для вас практически уже 3 года, и не только на этом канале. И именно я всегда задаю вопросы, интересуюсь и расспрашиваю игроков. Поэтому сегодня решила, почему бы мне не просто поспрашивать, а еще и поотвечать. У Андрея будет 20 вопросов для меня, у меня 20 вопросов для него, и мы рандомно будем определять, на какие вопросы будем сегодня отвечать. Если вам понравится такой формат, обязательно напишите об этом в комментариях. Чем больше хороших комментариев, тем больше вероятность того, что такой формат сможет перекочевать и на другие каналы. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, мы погнали. Ты первый. Так, давай цифру 3. Почему именно такой ник ты себе выбрал? Ну, это интересная история. Я играл в Faceit, у меня был 3-й левел, и я случайно написал не тот ник, грубо говоря, и захотел его поменять. Я долго копил эти очки Faceit поинтов, и накопил их, я играл с одним парнем, и не знал, какой ник себе поставить. И он мне предложил поставить ник Nipple. Но я тогда не знал, что это значит. Изначальный ник был Nipple, он написан, то, про что вы думаете, грубо говоря. Но потом я поменял ник, он говорит, ты реально поставил? Я говорю, да. Я захожу в инет, пишу, что это значит, и такой, ага, понятно. Но потом я переработал ник, чтобы это не выглядело слишком глупо. Жду от тебя вопрос. Я выбираю, подожди, точно. Да. 6. 6. Что для тебя значит быть частью Na'Vi? На самом деле мне всегда приятно кому-то рассказывать, где я работаю. Я всегда чувствую какую-то, такую гордость. И я понимаю, что это невероятно крутая организация. И, это, наверное, самое большое счастье в жизни — заниматься тем, что тебе нравится, и называть это еще работой. Быть частью Na'Vi очень приятно, безумно приятно. И я всегда, когда меня спрашивают, говорю, что у меня работа просто мечты. Вот. Жду от тебя цифру. Цифра 4. Когда ты только начинал играть в КС, ты уже тогда знал, что существует соревновательная сцена, турниры и организации? Нет, я не знал. Я просто играл по фану. Потом я начал смотреть видосы на ютубе, и там были разные хайлайты игр, и мне нравилось смотреть за играми, там играл Scream. Он еще тогда играл за Kingwin вроде. Да, за Kingwin. Для меня это, было дерби, тогда я стрелял Na'Vi и Kingwin. Когда есть Scream и команда Na'Vi, сейчас это Сиздам с Тариксом, это топ. А помнишь ты самый первый турнир, за которым ты прям с интересом наблюдал? Это, наверное, PGL Краков. Вот я именно с того момента прям начал смотреть какие-то разные турниры. А был ли ты сам на каких-то ланах, может быть, в Украине, либо за границей? Был на ланах от UPA, это там школьная лига турниры, мы выиграли. Да, это интересно. Еще вот эта обстановка, там, когда камера тебе на лицо направлена, это все это... Сначала немножко нервничаешь, потом все четко. Давай 9. 9. Твоя главная профессиональная мечта. На самом-то деле, я тебе скажу так, когда я была в Стокгольме на мажоре, когда Na'Vi вышли на сцену как победители этого турнира, я прям четко осознала, что мне очень сильно хочется выйти на сцену как репортер команды победителя, но есть такая мечта, чтобы это была команда как раз Na'Vi Junior. Я прекрасно понимаю, что это сложно реализуемо, но в любом случае мне очень хотелось бы выйти с командой Na'Vi Junior на какую-то сцену крупного турнира, пускай даже, может быть, не мейджора, а может быть, какого-то другого крупного турнира, и выйти и спросить, какие у них эмоции, переживать вместе с ними эти эмоции. Вот, наверное, скорее как-то так. Говори циферку. 1. Сколько тебе было лет, когда ты впервые запустил КС? Запустил где-то 8, наверное. А какая это была версия? Source. КС 1.6 мне никогда не нравилось, сразу говорю. Когда ты запустил первый раз CSGO, тебе игра сразу понравилась? Не сразу понравилось, потому что разная механика стрельбы, и поначалу, когда переходишь, немножко сложно перестроиться, но потом, когда вникаешь в игру, и понимаешь, что это все, потом становится проще. Так, у меня было 6,9, теперь, наверное, пускай будет 2. Среди всех игроков, с которыми тебе удалось работать, был ли у тебя игрок-любимчик или состав-любимчик? Блин, это такой провокационный вопрос. На самом деле, когда меня спрашивают в Инстаграме, очевидно, у тебя, есть, наверное, какой-то
уникальное отношение к каким-то игрокам. Я такая, нет, мне всегда нравятся все одинаково. Но так складывается, что ты с кем-то общаешься больше, с кем-то общаешься меньше, поэтому действительно... Не буду говорить про любимчиков, но могу сказать, что условно с Топой я очень много общалась и во время Нави спортскэмп, и после этого проекта. С вами я еще мало познакомилась, и у нас не было такой возможности, там, к примеру, на буткемпе вместе поснимать контент и пообщаться вне работы, вне буткемпов. Я думаю, что у нас будет такая возможность. Но из тех, кто играл, еще, конечно же, Моноси, и Биби тоже, несмотря на то, что в первое время было не совсем просто работать, но все равно это было очень круто. Ну и, конечно, Фир — это моя любовь. Я всем рассказываю, что я обожаю Фира. Он очень сильно изменился, очень сильно вырос во всех планах за все это время. Поэтому в целом парни все классные. Вот я очень сильно переживала, когда стартовал Нави спортскэмп, что я приеду как новый репортер, а там будут подростки, и я почему-то переживала, что они могут быть токсичными, и мы будем, не сойдемся в характерах, и будет в плане работы очень сложно, но приехали максимально разные, максимально интересные, приятные парни. Кто-то более закрытый, кто-то более открытый, но в любом случае всегда очень приятно и комфортно работать с вами, правда. Давай цифру 2. В какие еще игры ты играл или играешь и сейчас, помимо CSGO? Может быть, другие жанры? Так, играю в Warzone. PUBG могу поигрывать. Еще есть интересная игра Valheim. Я иногда играю с Димой Демоном. Может быть, что-то Fortnite, мобильные игры? Нет, Fortnite мне никогда не нравился просто. Но там, надо начать в нее играть, чтобы... Точнее, немножко наиграть, чтобы уже научиться. Это стройки и так дальше. Но я когда захожу, и мне начинают какие-то гении просто застраивать, перестраивать, но это начинает бесить, я сразу ливал, удалял эту игру. Давай первый. Каким ребенком ты была в детстве, в школьные годы? У тебя было какое-то прозвище? Я была очень спокойным и неспокойным ребенком одновременно, потому что я никогда не ругалась, не уходила из дома, никогда не устраивала истерик, но в то же время я всегда приносила домой какие-то проблемы. Либо котов, которые я нашла на улице бездомных. Я дралась, я была, и, наверное, и сейчас есть отчасти пацанкой, потому что я росла среди... У меня старший брат родной и очень много двоюродных братьев. Я помню, что я с мальчиком в школе подралась, потому что он ударил меня книжкой по губе, а мне разбил губу, и мы начали с ним драться, мы упали, полетели по ступенькам, я сломала себе палец. Я, когда была маленькая, проглотила иголку, потому что мы с братом чудили дома, мы там делали очень разные штуки, и почему-то решили, что прикольно было бы сделать вот такую вот громадную плевалку и плеваться иголками. Я ее проглотила. А прозвище было? Прозвище... У меня фамилия Дыченко, поэтому меня называли Дычка. Мне это безумно не нравилось. Потому что, что значит Дычка? Это не хорошо или плохо, что значит Дычка? Конечно, хотелось бы соврать, Black Mamba или что-то такое, что там я была пантера, но, к сожалению, Дычка. Я сейчас вижу, как в комментариях все, так это теперь не Яна, это теперь Дычка. Не смейте. Okay. Был ли у тебя переломный момент, когда ты прям отчетливо понял, что ты хочешь стать киберспортсменом? Был. Я очень долго апал 10 левел, где-то год. И буквально за 3 дня я еще апнул 500 элла. Я тогда еще играл на ноутбуке. Насколько сложно это было? Очень сложно, честно. В то время, где-то 19-20 год, Faceit еще такой себе был, не очень популярные игроки тоже были такие себе. И было сложно, когда ты почти каждую игру на первом табе. Это часто, так не тильтую. Но тогда у меня был такой период, такой мог играть, проиграл там 2-3 игры, и у меня, тильт. Почему за меня эти игроки, они против, были бы они против, я бы победил. Я понял, что мне надо стать киберспортсменом, когда мне родители купили ПК, на ноутбуке я апнул 3500 элла, и через 2 месяца я прошел в FPLC лигу, и потом меня пригласили на тест на Views. Такой стремительный у тебя рост. Очень быстрый. А когда ты с родителями договаривался по поводу покупки ПК, ты как объяснял, для чего он тебе нужен? Для того, чтобы развиваться в киберспорте, тренироваться, или, возможно, для учебы там, а может быть, иногда буду играть? Для того, чтобы развиваться в киберспорте. И они тебя поддержали в этом плане? Не сразу, но да. Давай, наверное, 16-й. Тебя часто узнают на улице, и как люди реагируют? Я не знаю, насколько часто меня узнают, но бывают моменты, когда меня прям очень
часто в один день узнают, и потом, типа, какое-то время тебя вообще не знает, кто ты и что ты. Даже когда ты идешь полностью в мерче Na'Vi, все такие, типа, что? Я вчера записала в Na'Vi TG Insight. Кстати, есть у Na'Vi свой телеграм-канал Insight, где мы постим какие-то уникальные кусочки из интервью, кружочки от игроков, поэтому обязательно подписывайтесь. И я вчера запостила типа кружочек, что мы снимаем подкаст, и угадываете, кто это, и очень много комментов написала, кто это такая вообще. И у меня был один раз дикий случай, когда в банке мне нужно было пересчитать деньги, и девушка, ну, это платная услуга, и девушка в конце сказала, что я не буду брать у вас денег, потому что я вас знаю, на вас подписана. Я такая, что? Я могу этим пользоваться в своих целях и нуждах? Все, буду знать. Окей, то давай цифра 7. Как изначально реагировали родители на то, что ты так много времени проводишь за ПК? Они очень активно относились, но потом со временем все лучше и лучше. Ну и так, в итоге, когда меня взяли Na'Vi, то все вообще отлично. Они знают, что это за организация, что такое киберспорт, как тут все работает? Да, конечно, они следят за каждым они смотрят каждый видос, интересуются этим. Мама особенно. Тогда родителям привет, огромный от нас. Они, очевидно, посмотрят это интервью. Хорошо, давай тогда 10. Да, что для тебя самое сложное в работе в Na'Vi? Всегда у нас, когда мы готовим какой-то проект, всегда есть такая задача, ты придумываешь не только какой-то формат интересный, но ты думаешь о том, насколько игроку будет комфортно сниматься в таком формате, насколько они согласятся. Наверное, вот какие-то моменты коммуникации с игроками, потому что для меня важно, чтобы игроку было комфортно во время видео, интервью, чтобы он не переживал, не волновался, чтобы он не выходил из зоны своего комфорта, даже при условии, что получится какой-то классный контент. Давай цифру 6. Как много времени ты изначально уделял на тренировки в CSGO? На самом деле, мне кажется, поначалу я вообще не тренировался. Просто запускал и играл по фану или... Ну, как по фану? По фану как сложно играть. Просто играл. Просто играл. А потом уже начал тренироваться, качать им, вот это все. Давай тогда, пускай будет 18. Опиши коллектив Na'Vi, что за люди работают в клубе. Блин, у нас настолько много классных людей, все они настолько разные и интересные. И я начну, наверное, с медиакоманды. Вот как раз зрители наверняка не знают, насколько у нас огромная медиакоманда. Помимо тех людей, которые вы видите обычно в кадре, есть еще много операторов, ребята, которые идейно вдохновляют, помогают нам реализовывать идеи. Я помню, когда я там говорю: Марк, короче, смотри, я хочу вот так вот зайти, а потом вот пролетает вертолет, и я на этой штуке. И он такой: не, ну звучит разумно, сделаем. И, типа, ребята всегда такие, ну-ка, скажем так, подорванные на какую-то такую движуху, это всегда очень прикольно. У нас есть руководитель медиа, у нас есть редакторы, у нас есть хосты, у нас есть ребята, которые занимаются сайтом, у нас есть шикарный СММщик, вот как раз его мемы вы видите в Твиттере, все эти гениальные посты. У нас очень много других отделов, там тот же мерч, маркетинг, финансы, понятное дело. У нас очень крутой менеджер команды, который не так часто попадает в кадр, но он очень классный, он очень часто живет с игроками на буткемпе. И в целом, вот когда ты общаешься, у нас еще офигенный офис, между прочим, у нас просто штаб-квартира, а не офис. И вот когда ты попадаешь туда, ты понимаешь, что насколько люди все вот... Ну, реально рожденные побеждать. И мы прям такие заряженные на какую-то победу, на успех, одержимые тем, что мы делаем, и насколько все разные. Говори циферку. Цифра 9. Ты наверняка слышал о проекте Na'Vi Sports Camp. Следил ли ты за этим проектом? Может быть, даже думал подать заявку? Я следил за проектом. Сначала, конечно, хотел подать заявку, но потом посмотрел на условия, и возраст там был от 16, вроде, если не ошибаюсь. И потом подумал, ну, типа, мне еще рано, мне тогда на тот момент было где-то 14 лет, может, 15. Но вообще за проектом было очень интересно следить. Особенно за психологом и эти разные советы от Поки. Как готовить, это интересно. Давай попробуем 7. 7. Как ты попал в киберспорт? Это очень забавная история. Давным-давно, потому что мне очень много лет, я стримила. И в какой-то момент, как, наверное, у всех родителей пришли и сказали, что
ты на стримах деньги не сможешь себе заработать, нужно идти и строить себе карьеру. Я пошла себе строить карьеру, благополучно ее строила очень долго. И в какой-то момент я работала в одной компании, это был обед, я понимала, что я хочу увольняться. Ну, и я не знала, чем, по сути, заниматься. Я открыла Инстаграм и увидела при обложке сообщения в организацию Нави на собеседование. И это было самое эпичное собеседование в моей жизни, потому что у меня спрашивали, во что я играю, а чем я занимаюсь, а как у меня с креативом. И ты приходишь, ты рассказываешь на собеседовании, что ты катала в это, катала в это, снимала обзоры, стримила. И мы сняли там тестовое видео, интро, на русском и на английском языке. И через неделю, наверное, 2 мне дали ответ, что я подхожу. И это произошло в такой важный момент, вот когда я как раз думала, что делать дальше, и вот все сложилось прям по маслу. Цифра 10. Кстати, вопрос тоже об этом. Как ты стал частью организации Natus Vincere? Как это произошло? Кто с тобой вообще связался? Но мне написал Игорь Краш. Это сейчас помощник тренера, то есть Амирана. И написал мне, типа, привет. Поставил, ну, там как-то, я уже точно не помню, там, типа, нашел тебя в заявках и не хотел ли ты, типа, потеститься. Я на тот момент такой, типа, лол, что? Типа, я даже не знал, что ответить. Ну, реально. Я такой, типа, я 2 минуты думал, что ответить, такой пишу, окей. И просто ждал. Я пришел на тест, там было 10 игроков, и из этих 10 там отобрали 5. А вот ты был с кем-то знаком ранее из этих ребят, из 10? Но где-то с 5 из них и был знаком. Я уже, если честно, сбилась со счета, какие я тебе цифры говорила, но пускай будет 11, вроде бы 11 не было. Это 11 не было. Как ты проводишь день, если он свободен от рабочих задач? На самом-то деле это по-разному, я по-разному, в принципе, провожу дни, но всегда, как вы знаете, кто следит, может быть, за Инстаграмом, я люблю тренажерный зал, и всегда в конце дня, особенно если он свободен, у меня всегда будет тренажерка. И я могу, в принципе, если прям брать прям свободный день, я в свободные дни отвлекаюсь от разных там, может быть, переживаний, рабочей суеты, уборкой. Чисто такой бумер. Я убираю дома, я люблю готовить. Так, давайте тогда цифру 11. Был ли ты ранее знаком с кем-то из наших ребят? Может быть, даже играли вместе до того, как ты стал игроком на Views? А потом на Junior? Вообще, до того, как я стал игроком... Вообще, точнее, сейчас организуется Нави, я почти ни с кем не был знаком. Но когда я играл на Views, мы играли там в праке, что-то такое, и мне пишет в TeamSpeak Родиан, пишет «Привет». Я такая, такая «Привет». И она говорит «Давай меня друзья с если что, поиграем там в ПЛЦ». Я добавил, и мы там поиграли пару игр, но было прикольно. Потом мы просто на FPLC познакомился с Даней, хитриком. Потом уже где-то через месяц уже перешел на инженер. То есть только Даня, хитрик, эфир, а вот там тот же Моноси? Нет, но с Моноси, грубо говоря, я просто заочно знаком. А с кем ты сейчас общаешься больше всего в команде? Или вы в целом очень дружные все вместе? Мы в целом очень дружны. Если так считать, то, наверное, с Адамом Фразиком и с Марком больше всего общаюсь. Давай соберем тебе команду твоей мечты. Ты и еще 4 игроков. Так, первый я, потом Simple, это 100%. Ну, понятно. Дальше Глейв, он очень хороший капитан и иногда может выручить, потому что берет клатчи и вообще индивидуальная игра очень хорошо. Дальше я бы взял Рапса, он очень хороший опорник. Но если брать команду на топ, то я бы взял Твиза. Хорошо, и как бы ты назвал команду? Я бы назвал ее Players. Ну, оригинально. А вообще, с кого хотелось бы брать пример в плане киберспорта? На кого хотелось бы быть похожим? На Сашу Симпла. В понимании игры, в его скилле, в том, как он развивался, какой путь он прошел? Во всем. Это просто... Это гений. Хорошо, 17. 17. Самое странное, что тебе писали в директ или в соцсетях. Я знала, я готовилась. В какой-то момент мы придумали, что было бы неплохо попробовать затестить вариант, где я целый день веду Instagram Navi Junior.
Я сделала анонс, что, ребята, я заходила в Инстаграм, пишите. И очень много стало людей писать, спрашивать, интересоваться. И в какой-то момент ко мне начал в директ заходить парень. Он есть везде, мне кажется, потому что он везде мне пишет. Хороший парень, безобидный, это важно. Он решил петь мне в личке. И он пел, и он, видимо, был в наушниках в этот момент. Там это типа Мияги и Эндшпиль, очень быстро, там очень быстрый рэп, очень быстрая читка. И он пел, когда он не понимал, что нужно говорить, он просто делал там ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Но зачастую очень позитивные комментарии. Ну, до начала войны. Когда началась война, то да, мне написал самое, наверное, дикое сообщение среди всех угроз смерти и пожеланий смерти и угроз. Было, наверное, совет переходить в ВП. Да, вот был совет, пока не поздно, уходи в Virtus.pro. Ну и бывают, конечно, разные фотографии, но об этом мы умолчим. Все понимают, про какие фотографии идет речь. Я думаю, да. Ну, не, бывает разное. Собак присылают, детей. Давай цифру 15. Как выглядит твоя индивидуальная тренировка уже сейчас? Ну смотри, утром я разминаюсь. У меня разминка идет так. Я захожу на ботов, стреляю там 500-1000 ботов. И потом захожу на ДМ. Там у меня типа такой свой стайл, типа тренировки. И у меня типа задача там до 100 килов, чтобы не было меньше там 1,7 кд на ДМе. Если меньше, то я выхожу и иду на EPRAC. Это карта, там есть, новая карта EPRAC. Там типа разные темы есть. Это как IMLab или Kovac игры есть такие специально для тренировки им. Это все занимает где-то у меня около часа. Мне кажется, это есть, можно сказать, так тренировка, но она только утром идет. Типа там вот эти вот приколы, там, условно, набить ботов 7000 в день, если у тебя такие вот какие-то штучки, там, может быть, банни-хоп тот же. Да, мне нравится банни-хопить, сюрфить, казай, вот эта вся тема. Как много времени ты там проводишь? Ну, в общем, мне кажется, очень много. Где-то за все время у меня часов КС где-то, наверное, 500 часов точно есть. Это, я думаю, что очень много. А сколько вообще часов суммарно ты наиграл в CSGO? Я наиграл 7400 часов. 4. 4. Расскажи про самый сложный видеоролик, который ты снял в Нави, и про любимое видео, к которому приложила руку. Самый сложный ролик, наверное, именно физически был один день из Нави Sports Camp, потому что мы приехали где-то 6:30 утра на наш БК. Мы отсняли целый день с ребятами, мы снимали и на GoPro, и на обычную камеру. И я жила реально с ребятами, тренировались, мы там кушали, и разговаривали, общались, все это снимали. И вот как раз монтировать такое огромное количество информации было довольно-таки сложно, потому что прям очень много снято. И это все отсмотреть, мы приехали рано, очень поздно приехали, где-то 11:30 мы попали только домой. И на следующий день мы опять поехали с ребятами на тренировку CrossFit для того, чтобы доснять материал. И вот, наверное, это была физически самая сложная съемка, мне кажется. И потом в какой-то момент я решила, что хочу попробовать себя в монтаже. И я сидела, монтировала для себя этот ролик. И потом по итогу мы с монтажером доделывали мой проект, который я изначально сделала, и это, наверное, один из самых любимых видосов. Цифра 17. 17. Как часто ты тильтуешь, и что обычно делаешь, чтобы выйти из этого состояния? Тильтую я очень редко. У меня вообще нет, наверное, такого состояния. А бывает такое, что ты устаешь или перегораешь от CSGO? Да, бывает. Что делаешь в такие моменты? Для этого у меня есть как раз игры такие, как Warzone и PUBG. Я просто могу зайти в них, почилить и потом не играть в CS там день-два, потом зайти, и я уже просто с чистой головой захожу, и у меня все начинает получаться. В Warzone не горишь? Warzone? Нет. Ну, есть, конечно, моментики, но во всех играх есть моментики там, где ты горишь. Наверное, 19? Расскажи о своем самом необычном хобби или таланте. Так-то сложилось, что у меня как таковых талантов нет. У меня есть, очень много навыков, но сказать, что это прям такой какой-то талант невероятный, наверное, нет. А из увлечений, я уже говорила, что мне нравится огнестрельное оружие, мне нравится IT, хоть это тоже вряд ли можно к хобби отнести, пока я еще его не освоила. Наверное, это огнестрельное оружие. Что ты обычно смотришь на YouTube и на кого подписан на Твиче? Так, на YouTube я смотрю Диму Масленникова, Топлеса, Литвина. Просто интересный контент, которому
много уделяют времени и много, отдаются, так сказать. Я еще типа смотрю на YouTube MrBeast, это американский... Крутой, очень да. крутой. А какой-то киберспортивный контент ты смотришь на YouTube? Там какие-то хайлайты, какие-то фишки, Петрик, Райс тот же. Смотрю Райса, Петрика. Сеню в основном смотрю, когда он дает предикты по мажору. У него большой наряд. Он сколько не смотрел, он очень часто угадывает. А на Твиче? Там сейчас Фир, Хэтрик, Моноси. Ну, конечно. Симпл. Как я могу не следить за своими тиммейтами? Бустера, Эвелона. Эвелон мне нравится, когда он мафию стримит. Он сейчас начал опять ее стримить, это очень интересно. Узнают ли тебя на улице? Может быть, изменилось отношение друзей, знакомых в школе? Стали лояльнее относиться к тебе, потому что киберспортсмен? Относительно. Не все стали в школе лояльно относиться, но есть такие, что, наоборот, поддерживают. Классный руководитель, он, мы же заканчивали играть в Academy League, я прихожу в школу, и он говорит, что он стрелял каждый матч. Как мило. Какой у тебя любимый предмет в школе? Английский и физкультура. А какие у тебя еще есть увлечения помимо киберспорта? Вот раз физкультура, может быть, вид спорта какой-то? Мне нравится играть настольный теннис. У нас был турнир в городе. Это так, чисто турнир в городе за школы. И я занял 2 место в городе. Но я еще очень люблю смотреть Формулу-1. А как там ты относишься к экстремальным каким-то видам спорта, каким-то экстремальным выходкам, прыгнуть с тарзанкой или с парашютом, или вот что-то? На самом деле, я очень хочу прыгнуть с парашютом, мне интересно. Как бы это странно не звучало. А я слышу все и все запоминаю, поэтому ждем, ребята, на буткемпе вас. Вот. Прыгнуть с парашюта я уже узнавала, сколько это стоит и как это можно сделать, поэтому, если что, есть контактики, на буткемпе можем сделать, еще даже видеосъемка возможно, поэтому можем сделать очень крутой контент. Если ты действительно этого хочешь. Конечно, хочу. И 20-й вопрос. Уже по традиции в конце интервью ты можешь сказать пару слов фанатам, болельщикам и всем тем, кто смотрит это видео прямо сейчас. Спасибо всем ребятам, что поддерживают, что пишете хорошие комментарии. И это все мне очень приятно, и другим ребятам тоже приятно, которые в команде. Андрей, очевидно, стесняется, поэтому скажу я. Обязательно подписывайтесь на его соцсети, на Instagram и на его Twitch. Ребята, вам огромное спасибо за просмотр. Хочу уже в конце интервью по традиции сказать, что мы, как украинская киберспортивная организация, полностью целиком поддерживаем нашу страну и жителей Украины в такое нелегкое время. Поэтому совместно с организацией BIG мы запустили благотворительный мерч, который уже можно заказать на нашем сайте. И все средства от продажи этого мерча пойдут на помощь жертвам войны в Украине. Также в описании под этим роликом вы сможете найти полезные ссылочки, по которым вы сможете также помогать и примкнуть к нашему общему делу. Всем огромное спасибо за просмотр. Все будет Украина. Па-па.